Так, что тут у нас? Русская комедия, которая, мне кажется, точно вам понравится. Добрая, смешная, позитивная, про любовь. И мне кажется, она довольно актуальную тему. Давайте приступим. Итак, действие происходит в Нижнем Новгороде. В прологе к фильму из коротких эпизодов зритель узнает, что главная героиня Аня Куликова работает кондитером, любит поесть и в результате сильно поправляется. Анин бойфренд – спортсмен Женя. Начинает стесняться, потерявшей форму подруги, и не берет ее на свадьбу к друзьям. Ну, естественно. На одной из фотографий, опубликованных в социальной сети, прямо со свадьбы, Аня видит Женю с другой девушкой. Аня приезжает на свадьбу, и Женя прямо там разрывает с ней отношения. После Аня возвращается домой к матери Ольге Степановне, которая живет в деревне где-то в Нижнегородской области. Отец Сергей оставил семью, когда Аня была маленькая. Теперь за Аниной матерью ухаживает Семен, комбайнер и самогонщик, увлекающийся творчеством группы Queen и выжиганием по дереву. Позже, осудив выбор матери, Аня возвращается в город. Ее принимает у себя подруга Наташа и ее муж Димас. Наташа работает официанткой в ресторане быстрого питания, а Димас – диджей. Аня решает ставить перед собой цель – избавиться от лишнего веса. На встрече в клубе анонимных обжор она знакомится с парнем по имени Николай, который работает в банке и также стремится похудеть, чтобы участвовать в спортивных соревнованиях наравне с коллегами. Коля предлагает Ане худеть вместе, заниматься спортом, поддерживать друг друга морально. Поначалу Аня отказывается, потому что Коля ей совсем не понравился. Но на следующий день Коля приходит домой к Наташе, признается, что проследил, где Аня живет, и зовет ее бегать. Наташа и Димас принимают сторону Коли, потому что они тоже не в восторге от того, что Аня безвылазно сидит у них дома. С этого дня Аня начинает худеть вместе с Колей. Вот проходит месяц, в течение которого Аня садится на диету, соблюдает режим, регулярно занимается с Колей спортом. Она проникается уважением Коли за его высокую самооценку, самоиронию, целеустремленность и твердый характер. Коля показывает ей тайное место за городом, где он любит купаться по ночам в Волге. Но без Колиной поддержки Ане удается восстановить форму, но не удается восстановить отношения с Женей. Позже похудевшая Аня приходит в бассейн к Жене. Женя, конечно, обращает внимание на Анины успехи в работе над собой и соглашается вместе с ней поплавать. Пока они плавают, к Жене приходит Кристина, его новая девушка, гораздо более стройная, чем Аня. Из-за этого расстроенная Аня вечером напивается, устраивает ночью в клубе дебош и оказывается в машине незнакомого мужчины. Ее спасает подоспевший Коля. Пьяная Аня звонила ему из клуба. Незнакомец разбивает Коле нос, но отпускает Аню, и Коля увозит ее к себе. На следующее утро Аня не понимает, где находится, и едва не бьет Колю гантелей. Коля кормит ее завтраком и объясняет, что Анины проблемы гораздо глубже, чем ей кажется. Да, она вернула себе физическую форму, обратила на себя Женино внимание, но как была недовольна жизнью, так и осталась. Коля предлагает Ане попробовать восстановить отношения с ее отцом. После ее мама дает ей телефон отца. Сергей радуется Аниному звонку и приглашает ее к себе в гости в Казань. Коля соглашается отвезти Аню в Казань на своей машине, но взамен просит, чтобы она пришла поболеть за него на соревнованиях. Но Аня на это дает ему отказ. Этот разговор слышит Димас и советует Коле никуда не ехать. Аня говорит, что могла бы сесть на поезд, и Коля все-таки везет ее в Казань на машине. В дороге Коля с Аней весело проводят время. Фотографируются, собирают цветы, слушают музыку. Коля начинает оказывать Ане знаки внимания, но Аня их не принимает. Добравшись до отца, Аня представляет Колю как своего телохранителя. Позже мы узнаем, что Сергей занимается проектированием и строительством бани, а также охотой. Он женат на молодой женщине, которая увлекается йогой и эзотерикой. Аня отказывается от угощения отца, потому что она на диете, но Сергей считает, что она хочет его обидеть. Аня привезла отцу его старый спортивный костюм, в котором он когда-то танцевал с ней под песню «Фристайл». Она предлагает отцу в качестве ритуала восстановления отношений снова надеть костюм и потанцевать. Сергей отказывается на это и взамен предлагает Ане взять на память охотничий нож и попариться в баньке. Аня не очень любит баньку, но соглашается, чтобы совсем не расстраивать отца. Будучи в бане одна, Аня случайно плещет на печь масло вместо воды, из-за чего баня мгновенно вспыхивает, и Аня едва не погибает. Коля снова приходит на помощь Ане, а взбешенный Сергей обвиняет дочь, что она приехала специально, чтобы над ним поиздеваться. Но Коля снова выручает ее и говорит, что она просто хотела увидеть отца и пообщаться, а в итоге чудом осталась жива, и увозит разочарованную Аню в деревню к ее матери. За эту поездку в благодарность Аня целует Колю просто в нос.
Вдохновленный Коля в хорошем настроении катается по деревне, покупает у уличных торговок букет ромашек и решает подарить его Ане. Но как раз в этот момент в дом Аниной матери приходит Женя. Он говорит, что расстался с Кристиной и соблазняет Аню. В этот момент пришедший с цветами Коля видит в окно, как Аня и Женя занимаются любовью. После, вернувшись к Наташе, Аня попадает на дискотеку. Наташа устроила в своей квартире прощальную вечеринку. Она уже сдала жилье и получила деньги, на которые будет жить в Москве. Это означает, что Аня должна тоже съехать. От расстройства Аня случайно сбрасывает с балкона колбу с алкоголем на полицейский автомобиль. Наташе удается замять этот конфликт с полицией путем взятки, но в результате она остается почти без денег. На утро Наташа ссорится с Димасом и Саней. Она обвиняет Аню, что та села ей на шею, а Димаса, что тот не хочет развивать и принимать решения за себя. Чувствуя себя виновницей очередного семейного конфликта, Аня расстраивается и уходит от Наташи. Этим вечером Аня находит Колю на том месте, где они когда-то купались в Волге. Но Коля отказывается с ней даже разговаривать. Он грубо сравнивает Аню с яблоком, которое с одной стороны аппетитное, так ее видят другие, а с другой гнилое, так как она видит себя, и уезжает со словами, что устал быть жирной подружкой. После Аня остается в безлюдном месте одна и едва не становится жертвой хулиганов. Ночь она проводит в поле среди колосьев, а на утро снова чуть не погибает, попав под комбайн. Но ее спасает Семен, который работал как раз в этом поле. Аня объясняет Семену. Он ей нравится, как он выжигает по дереву, но не нравится, что он пьет и спаивает ее маму. Семен соглашается завязать с самогоноварением, вместе с Аней приносит Поле все свои бутылки и поджигает, устроив красивый взрыв. После по Аниной просьбе отец отвозит ее туда, где проходят соревнования. Но коллеги говорят ей, что Коля не будет. Он не прошел отбор и не сдал нормативы. Позже Аня находит огорченного Колю и повторяет ему же его слова. Убеждает, что он не должен разочаровываться в себе только из-за коллег, которые выгнали его из команды. Анна говорит, что благодаря Коле поняла главное – над собой нужно работать только ради себя, а не ради положительной оценки со стороны. Это касается как физической формы, так и внутренних психологических конфликтов. После в эпилоге показывают, что в соревнованиях участвует новая команда – Коля, Аня и все женщины из клуба анонимных обжор, где Аня знакомилась с Колей. Аня произносит мотивационную речь в адрес всех, кто по тем или иным причинам сомневается и не может принять решение. Под ее слова из коротких эпизодов зритель узнает, что Наташа благополучно устроилась в Москве. Димас все-таки поехал вместе с ней. Семен и Ольга Степановна весело отметили свадьбу в деревне. Сергей попробовал позаниматься йогой вместе с женой, Женя остался ни с чем, а Аня все-таки полюбила Колю. И на этом приятном моменте фильм заканчивается. Друзья, что скажете про этот фильм? Как он вам? Какую бы вы поставили ему оценку? Мне кажется, это добрый, приятный русский фильм. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Если вы досмотрели это видео до конца, то я также советую посмотреть эти видео. Я желаю вам хорошего дня и до встречи.